Деревянные интерьерные домики в стиле дрифтвуд. Делаем из гофрокартона. Нарезаю полоски шириной 3 сантиметра. На эти ребра жесткости приклеиваю вторую заготовку. Другой способ – вырезать 6-7 одинаковых заготовок или воспользоваться упаковочным картоном для мебели. Ширина заготовки 4 сантиметра. Вырезаю полоски из картона от коробки корнфлекса. Наношу строительную шпаклевку. Особое внимание уделяем стыкам, закрываем щели. Когда полностью высохнет, зашкуриваю наждачкой и убираю пыль. Можно добавить трафаретный декор. Для крыши использую плотный картон. По углам прохожусь черной акриловой краской. Когда краска просохнет, окрашиваю заколированной акриловой краской для стен. Затем, после просушки, зашкуриваю углы, а также трафаретный декор. Давным-давно я обнаружила на Pinterest композиции из домиков и маяков из сплавной древесины. Этот вид творчества называется дрифтвуд. Морская соль, солнце и вода превращают дерево в заготовки, форму которым придала сама природа. Тщетно я пыталась найти на пляже что-то подобное. А недавно YouTube порекомендовал видео талантливой мастерицы. Ссылка в описании. Она делает свои домики, искусственно состаривая древесину, имитируя стиль дрифтвуд. Так что это сегодняшнее видео имитация на имитацию. Упаковка от печенья из тонкого шпона поможет мне придать деревянный вид поделки. Шпон можно заменить картоном. Кофейная палочка. Дверь вырезала из плотного картона. Облицовываю шпоном. Вырезаю из ткани.
Использую портновские булавки. Деревянную бусину разрезала вдоль. Для озеленения использую искусственный мох, искусственные и сухие цветы. Для имитации стиля гвоздь-труба. Желательно более крупный и ржавый. Ну уж какой был. Для второго домика делаю навес из втулки от фольги. Окрашиваю белой акриловой краской. С салфетки снимаю слои. Приклеиваю на акриловый лак. Соединительное колечко для бижутерии. Использую шпажку. Излишки салфетки убираю пилочкой для ногтей. Деревянная распиленная бусина. По краю крыши прохожусь тонкой наждачкой. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.